Привет, друзья! А вот и мы, новый выпуск Newsweek на канале New Space. Меня зовут Алиса, и сегодня в выпуске вы узнаете, как обстоят дела на частном космодроме SpaceX в Бока-Чика. Мы с вами увидим новый, красивый прототип первой ступени системы Starship Super Heavy в ангаре для сборки прототипов. А также узнаем, каковы дальнейшие планы компании и как будут продвигаться производство и тестирование прототипов. Роскосмос на днях явили миру новую расцветку ракеты «Союз». Вместо привычных серо-оранжевых цветов ракету облачили в серо-синий. Мы посмотрели, и нам очень нравятся цвета. В Роскосмосе заявили, что такие перемены навеяны воспоминаниями о первом полете Юрия Гагарина. Что ж, как говорят, если изменить прическу или стиль, то и в жизни наступают большие перемены. Поживем – увидим. Возможно, Марс ближе к нам, чем мы думаем. Ученые из лаборатории реактивного движения НАСА предполагают, что зодиакальный свет, видимый нами в ясном ночном небе, это частицы пыли, доносящиеся к нам с Марса. А вы знали, куда же подевалась вода с Марса? Нет? Тогда мы вам сегодня и об этом расскажем. Китай планирует построить частный космодром. Что ж, возможно, у жителей Бока-Чика появятся друзья по несчастью и в Поднебесной. Шутка, конечно же, мы за частные космодромы и за развитие частной космонавтики. Вторая попытка прожига первой ступени сверхтяжелой ракеты СЛС, имитирующей ее орбитальный запуск, полностью успешна. А это значит, что мы еще на шаг ближе к освоению Луны. Все это и еще кое-что интересненькое в новом выпуске. Давайте скорее смотреть! А начать выпуск хочется с невероятного и зрелищного события, состоявшегося 18 марта. Специалисты космического центра имени Джона Стенниса осуществили прожиг первой ступени сверхтяжелой ракеты СЛС, имитирующей ее орбитальный запуск. В отличие от первой январской попытки, в этот раз испытание прошло по плану. Двигатели ступени в общей сложности отработали 8 минут и 20 секунд. По словам представителей НАСА, тест был полностью успешным. Предварительный анализ собранных во время прожига данных говорит о том, что все системы отработали штатно, и первая ступень СЛС готова к первой фазе миссии Артемида, в рамках которой сверхтяжелый носитель отправит к Луне беспилотный корабль «Орион». В ближайшие недели инженеры начнут готовить 54-метровый агрегат к транспортировке в космический центр имени Кеннеди. Там к нему будут добавлены твердотопливные ускорители, верхняя ступень, корабль «Орион» и другие компоненты ракеты. Формально запуск миссии все еще назначен на ноябрь текущего года. Однако, учитывая двухмесячную задержку с проведением прожига ступени, практически наверняка он будет перенесен на следующий год. Согласно заявлениям представителей НАСА, уже в ближайшее время они назовут новую дату старта. Go NASA! Открой человечеству путь к Луне! FAA уже давно выдали разрешение на полет Starship SN-11, но расследование неудачной посадки SN-10 продолжается. Илон Маск писал в Твиттере, что для полета SN-11 почти все готово. Однако еще не было полноценного прожига, была лишь небольшая попытка. После испытательного полета Starship SN-11 SpaceX перейдут к прототипам Starship SN-15-18. Super Heavy BN-1, ускорителем и первой ступенью системы Starship, проведут наземные испытания, а после этого прыжок Super Heavy BN-2. Далее орбитальный полет SN-20 и BN-3. Все это планируется к середине лета. Планы, как всегда, очень оптимистичные. Но вы видели, как быстро работники в Бока-Чика завершили окончательную сборку BN-1 сразу после успешного прожига СЛС. Совпадение? Не думаем. Илон Маск в Твиттере написал, что BN-1 – это первопроходец для отработки производства. Он нужен, чтобы проверить, как построить и транспортировать ступень высотой 70 метров. Вы только попробуйте представить эту махину, примерно как 23-этажный дом, и это только первая ступень. Также Илон упомянул о баре на крыше ангара, в котором собирают сегменты системы Starship. Сейчас они ждут стекла для панорамных окон. Лифт уже работает. Можете увидеть его видео сборки BN-1. А все-таки умеют они там и работать, и отдыхать, правда? К слову, один сотрудник SpaceX решил поделиться видео подъема на лифте и прогулки по крыше ангара для сборки Super Heavy. Ну а мы, в свою очередь, не могли не поделиться с вами. Помимо этого появились планы по расширению площадки. Судя по всему, Starbase, город на месте деревеньки Бока-Чика, о котором упоминал Илон, уже не за горами. SpaceX провела экскурсию для местной школы. Юное поколение приучают к правильным ценностям и задают нужный курс. Недавно с площадки увезли SN-7-2. Он оказался сильней. Он мужественно прошел все тесты на разрыв, прежде чем покинуть пьедестал.
А недавно в сети появились кадры того, как SpaceX делает сопла. На видео перед вашими глазами ротационная вытяжка сопла двигателя Merlin, того самого, который устанавливают на Falcon 9 и Falcon Heavy. Производство всех двигателей компании находится в Хоторне, Калифорния. Раньше там располагался завод по производству фюзеляжей Boeing 747, но теперь здание совмещает ЦУП, главный офис и производство компании. Впервые за несколько десятилетий «Союз» покрасили в бело-синий вместо стандартного серо-оранжевого. Источником вдохновения для изменения внешнего вида аппарата стал прототип ракеты «Восток», на который в первый космический полет в 1961 году отправился Юрий Гагарин. Об этом компания «Роскосмос» сообщила на своем сайте. А как вам такая цветовая гамма? Напишите свои впечатления в комментариях, лично нам с командой пришлась по душе. Хаббл возобновил наблюдение в 8 часов вечера по восточному времени 11 марта, более чем через 4,5 дня после того, как программная ошибка привела к переходу телескопа в безопасный режим, приостановив нормальную работу. Ошибка программного обеспечения была связана с недавно загруженным обновлением. Оно было предназначено для компенсации колебаний одного из гироскопов телескопа, но сбой в программном обеспечении вызвал некоторые проблемы. Переход в безопасный режим вызвал две другие проблемы. Дверца апертуры телескопа, крышка верхней части, предназначенная для автоматического закрытия при переходе в безопасный режим, не закрывалась. Проблема, никогда ранее не возникавшая с Хабблом. Одна из широкоугольных камер работает некорректно после выхода из безопасного режима. НАСА заявила, что наблюдения с использованием этого инструмента приостановлены, поскольку инженеры изучают проблему. Остальные приборы работают нормально. Безопасный режим и связанные с ним вопросы напоминают о возрасте Хаббла. Космический аппарат был запущен в апреле 1990 года и обслуживался космическим шаттлом 5 раз, последний раз в мае 2009 года. Поскольку шаттл давно вышел на пенсию, астрономы знают, что в какой-то момент Хаббл столкнется с необратимой проблемой, которая положит конец его исторической миссии. Хаббл, пожалуйста, живи, нам очень нравятся твои работы, и они так важны. Китай продолжает модернизировать свои системы наблюдения за океаном. 13 марта состоялся запуск 3 новых спутников с космодрома Цзюцюань. Группа спутников Яоган Вэйсин 3104 была запущена в 5:20 по Москве на ракете Long March 4C. Как обычно, китайские СМИ говорят, что новые спутники используются для исследования электромагнитной обстановки и других технологических испытаний. Эта миссия аналогична миссиям Яоган 3101, 02 и 03, запущенным 10 апреля 2018 года, 29 января и 24 февраля 2021 года. На самом деле это спутники, предназначенные для обнаружения и отслеживания иностранных военных кораблей. Аппараты будут собирать оптические и радиоэлектронные сигнатуры морских судов, а также другую информацию, ценную для морских сил Китая. Ну что поделать, такие уж мы люди, все бы нам следить друг за другом да подсматривать. Ракета-носитель итальянского производителя ракет Avio должна вернуться к полетам в апреле после аварии, произошедшей в конце прошлого года, которая привела к потере 2 европейских спутников наблюдения. Представитель Avio Франческо де Лоренцо сообщил, что Вега была допущена к предстоящей миссии VV-18 во время проверки готовности к полету. Запуск Вега намечен на 20 апреля из космического центра во французской Гвиане. На борту ракеты находится 750-килограммовый спутник Pleiades Neo-1, спутник наблюдения Земли с высоким разрешением, созданный и эксплуатируемый Airbus Defence and Space. Предстоящее возвращение Вега к полетам следует после 2 неудачных попыток запуска. Первая в июле 2019 года привела к уничтожению спутника наблюдения Земли Falcon Eye-1 Объединенных Арабских Эмиратов. Последний отказ произошел 16 ноября, когда вышла из строя разгонная ступень Вега через 8 минут после старта с европейского космодрома французская Гвиана. Авария привела к потере полезной нагрузки ракеты испанского спутника наблюдения Земли и 175-килограммового спутника, построенного французским космическим агентством CNES. В результате расследования был сделан вывод, что причиной отказа были 2 неправильно подключенных кабеля на верхней ступени ракеты Avio. Стоит отметить, что блок маршевого двигателя 4-й степени RD-843 разработан в КБ «Южное» и изготовлен на Южмаше.
Посмотрите на ночное небо незадолго до рассвета или после заката, и вы можете увидеть слабый столб света, идущий вверх от горизонта. Это светящееся облако является зодиакальным светом или солнечным, отраженным в сторону Земли, облаком крошечных частиц пыли, вращающихся вокруг Солнца. Астрономы давно думали, что пыль переносится внутрь Солнечной системы несколькими астероидами и кометами, которые приближаются издалека. Но теперь команда ученых Juno утверждает, что виновником может быть Марс. Они опубликовали свое открытие в статье от 9 марта в Journal of Geophysical Research Planets. Инструмент на борту космического корабля Juno по счастливой случайности обнаружил частицы пыли, врезавшиеся в космический корабль во время его путешествия с Земли на Юпитер. Удары дали важные ключи к разгадке происхождения и орбитальной эволюции пыли, разрешив некоторые загадочные вариации зодиакального света. Ученые Коннорни и Йоргенсен заметили, что большинство столкновений пыли было зарегистрировано между Землей и поясом астероидов с пробелами в распределении, связанными с влиянием гравитации Юпитера. По мнению ученых, это было радикальным открытием. До сих пор ученые не могли измерить распределение этих пылевых частиц в космосе. Ученые Juno определили, что облако пыли заканчивается у Земли, потому что гравитация Земли поглощает всю пыль, которая приближается к ней. Это пыль, которую мы видим как зодиакальный свет, сказал Йоргенсен. Что касается внешнего края, примерно в 2 астрономических единицах от Солнца он заканчивается сразу за Марсом. В этот момент, как сообщают ученые, влияние гравитации Юпитера действует как барьер, не позволяющий частицам пыли пересекать внутреннюю часть Солнечной системы в глубокий космос. Это же явление, известное как орбитальный резонанс, работает и в обратном направлении, когда оно блокирует проникновение пыли, происходящей из глубокого космоса, внутрь Солнечной системы. По словам Йоргенсена, сильное влияние гравитационного барьера указывает на то, что частицы пыли находятся на почти круговой орбите вокруг Солнца. И единственный известный нам объект на почти круговой орбите около 2 астрономических единиц – это Марс. Поэтому естественным является предположение, что Марс является источником этой пыли, сказал он. А ссылку на полный текст этой захватывающей статьи вы найдете в описании под этим видео. Первые данные SuperCam на борту марсохода Perseverance прибыли на Землю. SuperCam разработана совместно Лос-Аламосской национальной лабораторией и консорциумом французских исследовательских лабораторий под эгидой Национального центра космических исследований. Инструмент передал данные в операционный центр французского космического агентства в Тулузе. Расположенная на мачте марсохода 5-килограммовая SuperCam может выполнять 5 типов анализа для изучения геологии Марса и помогать ученым выбирать, какие породы марсоход должен брать на пробу в поисках признаков древней жизни. Появились 3 аудиофайла от SuperCam. На одном из них слышен ветер, а на другом записан звук работы лазера. Послушать записи можно по ссылке, которую мы, конечно же, разместим в описании под видео. Депутат Доу Сяоюй призвала к проекту коммерческого космического порта в Китае для удовлетворения ожидаемого всплеска спроса на услуги по запуску космических объектов. Космический космодром был включен в список национальных проектов недавно сформулированной пятилетки. Никаких подробностей о проекте космодрома не сообщается. Информация о местонахождении нового стартового центра неизвестна, равно как и орган, контролирующий операции и другие вопросы. Известно лишь, что компании-стартапы Landspace, iSpace, OneSpace и Galactic Energy предприняли попытки орбитальных запусков. CAS Space, дочернее предприятие Китайской академии наук, и частные фирмы DeepBlue Aerospace, LinkSpace, SpaceTrack, Space Transportation и другие готовятся к запускам. Но не стоит забывать, что часть китайских фирм не полностью частные, они получают технологии или готовые решения от государства. Согласно геологическим данным, миллиарды лет назад вода в изобилии текла по Марсу и собиралась в бассейны, озера и глубокие океаны. Новое исследование, финансируемое НАСА, показывает, что значительное количество воды, от 30 до 99%, заключено в минералах марсианской коры, что ставит под сомнение текущую теорию о том, что из-за низкой гравитации Красной планеты ее вода ускользнула в космос. Считалось, что на раннем этапе Марс имел достаточно воды, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной от 100 до 1500 метров, объем примерно равный половине Атлантического океана Земли. Хотя некоторая часть этой воды, несомненно, исчезла с Марса в результате атмосферного выброса, новые результаты, опубликованные в последнем выпуске журнала Science, показывают, что эта модель не объясняет большую часть потери воды.
Ученые пришли к выводу, что хотя вода состоит из водорода и кислорода, не все атомы водорода одинаковы. Подавляющее большинство атомов водорода имеют только один протон в ядре атома, в то время как небольшая часть, около 0,02%, существует в виде дейтерия или так называемого тяжелого водорода, который имеет протон и нейтрон. Более легкий водород улетучивается в космос намного легче, чем его более плотный аналог. Из-за этого потеря воды на планете через верхние слои атмосферы оставит показательный знак в отношении соотношения дейтерия и водорода в атмосфере планеты. Останется очень большое количество дейтерия. Однако потеря воды только через атмосферу не может объяснить ни наблюдаемого превращения дейтерия в водород в марсианской атмосфере, ни большое количество воды в прошлом. Вместо этого исследование предполагает, что комбинация двух механизмов улавливания воды минералами в земной коре и потеря воды в атмосфере может объяснить переход от дейтерия к водороду в марсианской атмосфере. Когда вода взаимодействует с горными породами, химическое выветривание образует глины и другие водные минералы, которые содержат воду как часть своей минеральной структуры. Этот процесс происходит как на Земле, так и на Марсе. На Земле старая кора постоянно растворяется в мантии и образует новую кору на границах плит, возвращая воду и другие молекулы обратно в атмосферу посредством вулканизма. Марс, однако, не имеет тектонических плит, и поэтому высыхание поверхности, если оно происходит, является постоянным. Ну а на этом у нас все, друзья. Надеемся, вы отлично провели время, узнали много интересного и полезного для вас. А теперь поддержите, пожалуйста, наше творчество и начинания. Поставьте нам свой лайк, напишите отзыв и комментарий. Увидимся ровно через неделю. Всем пока!